Всем привет! В этом видео хочу внести немного ясности в понятие многозадачность и в те моменты, когда она бывает вредна, а когда она бывает, ну не то что полезна, но она не мешает. И в принципе есть ситуации, когда это не считается многозадачностью, потому что раньше был тренд на то, что многозадачность это хорошо, даже там, по-моему, в резюме писали о том, что я многозадачный, я могу делать все одновременно, там тысячи дел, все такими людьми восхищались, когда превозносили их. То есть человек явно суперпродуктивный. Ну, так казалось, по крайней мере, когда он делает все одновременно, много дел. Потом пошел тренд на то, что многозадачность это плохо, это что-то ужасное, нужно максимально от этого отказываться. Это, в принципе, полезно. Но дело в том, что в любом направлении, в любой моде начались перегибы, и сейчас считается любое действие, когда вот вы два действия делаете одновременно, кажется, что это многозадачность, это как бы, ну, не поощряется, это как раз-таки ругают люди друг друга, что ты так делаешь, но это просто не всегда так. Так что же все-таки это самая многозадачность? Начнем с того, как устроен наш мозг. Наш мозг думает, ну как бы все мыслительные процессы у нас происходят в рабочей памяти. Это не аксиома, это предположение ученых, но которые имеют свои обоснования. Они предполагают, что все-таки все мыслительные процессы происходят плюс-минус в рабочей памяти, в нашей сознательной части мозга, префронтальной коре, но наша рабочая память очень ограничена по времени, по объему. Есть такое понятие, как 5 плюс-минус 2. Я думаю, все это знают, что в нашей рабочей памяти плюс-минус 5-7 ячеек, то есть ячеек информации, которые мы можем одновременно держать в голове. То есть единиц информации, которые вот у нас одновременно находятся в нашем сознании, повторюсь, в сознании. То есть те, которые мы подтянули для того, чтобы выполнять какую-то задачу. Но ученые давно отметили, что сознательно делать какое-то одно дело или использовать какую-либо вот эту ячейку мы можем только одну в единицу времени. То есть, да, мы можем там 5-7 вещей одновременно держать в голове, но пользоваться активно, либо что-то делать, либо обдумывать что-то мы можем только одно. То есть одно сознательное действие. И вот здесь как раз-таки включается многозадачность. Да, если у вас запущено очень много процессов, то есть вы заполнили все свои ячейки, а то и больше, вам кажется, что вы это сделали, и нам все время кажется, что мы как бы одновременно это все делаем. Ну, то есть вот и почту проверяем, и телек слушаем, и с кем-то разговариваем, но помним о том, что сознательное действие только одно. Что происходит в мозге, когда вот вы делаете как будто бы все одновременно, параллельно? Мы на самом деле каждый раз переключаемся. То есть каждый раз мозг из одной ячейки в другую скачет и делает ее главной, как бы сознательно, выводит на сознательный уровень. То есть когда вы проверяете почту, у вас работает одна часть информации, которая отвечает за то, чтобы открыть письмо, ответить на него, обдумать, что вы хотите ответить. Потом вы переключаетесь на там, телевизор, вы слушаете, что там происходит. То есть, когда вы пишете письмо, телевизор, разговоры, это все происходит в фоновом режиме, в неосознанной части. То есть, сознательно вы пишете письмо. Потом вы переключаетесь на телевизор, потом вы понимаете, что человек что-то там говорит, видимо, что-то важное, и вы переключаетесь дальше. То есть, это каждый раз переключение. Сознательное действие одно. Повторюсь, это очень важный момент. И за счет того, что мы переключаемся, а не параллельно все это делаем, это каждый раз энергозатраты, это каждый раз время. Для того, чтобы переключиться, мозгу нужно потратить силы и время. Это там, от нескольких секунд до 15 минут. То есть для того, чтобы войти в какую-либо сложную когнитивную задачу, то есть чтобы мозг погрузился туда, чтобы он понял вообще, что там происходит, чтобы он разобрался. То есть для того, чтобы вы пришли к пониманию того, что вы вообще делаете, зачем вы это делаете, что вам нужно делать дальше, нужно около 15 минут. То есть, когда вот вам кажется, что вы делаете все на свете, вы постоянно, во-первых, скачете, вы тратите очень много энергии, потому что каждое переключение – это энергия. Если бы вы делали одно дело, то вы бы не тратили эту энергию, вы бы направляли все на ту задачу, которую вы делаете. Плюс за счет того, что мозгу нужно время для того, чтобы войти в контекст, вообще понять, что здесь делается, что нужно делать и так далее, нужно время, то если вы очень часто переключаетесь, то вы даже не вникаете
в суть того, что вы делаете. То есть вы делаете очень поверхностно, очень не затрагивая какие-либо особенности. Из-за этого случаются очень часто ошибки, искажения, какие-то вещи, которые вы пропускаете мимо глаз, мимо ваших дел и так далее, потому что вы не вникаете в суть. И в итоге ваша продуктивность в разы падает. То есть если человек, которому нужно ответить на письма, садится и отвечает сразу на все письма, то есть он погружается в этот процесс, ему не нужно никуда отвлекаться, переключаться и так далее, он это завершает, и дальше он идет там смотреть телевизор или слушать другого человека, но он полностью погружается в этот процесс, то по времени и качеству того, что получается в итоге, это гораздо лучше, плюс вы будете более энергичным, потому что, повторюсь, каждое переключение очень сильно энергозатратно. Но это все относится к когнитивным задачам, к сложным когнитивным задачам, для которых нужна префронтальная кора. То есть это сознательное какое-то действие, которое мы делаем, мы так читаем, говорим, думаем, решаем, принимаем решения, что-то такое. Вот это сложные когнитивные задачи, которые требуют полного объема рабочей памяти, то есть чтобы мы подтянули всю нужную информацию, какие-то воспоминания, какие-то действия совершали. В общем, это сложный когнитивный процесс, который происходит в префронтальной коре. Но у нас есть такие процессы, которые автоматически происходят. Да, они в какой-то момент были в нашей префронтальной коре, но за счет того, что мы их часто повторяли, и они не сложные, ну, то есть в какой-то момент они становятся несложными, они переходят в разряд автоматический. И для того, чтобы их задействовать, они переходят как бы в другой отдел мозга. То есть не в префронтальной коре, а в других областях, ну, там, в зависимости от действия, ну, в мышечке может быть, и там, в правом-левом полушарии, неважно. Очень сильно от действия зависит. Но дело в том, что, в общем, другие отделы мозга за это отвечают. Это запоминаем. Когда мы идем и говорим, то говорим мы префронтальной корой, ну, и другими, конечно же, отделами, но как бы у нас мыслительный процесс происходит в префронтальной коре, потому что мы хотим понять суть того, что говорит человек, чтобы ему ответить, нам нужно подумать. Идем мы на автоматизме. То есть это автоматический процесс, который мы вот переставляем ногу одну, вторую. Мы этому научились очень давно, и это мы делаем автоматически. Когда мы моем посуду, то мы действуем автоматически. Мы можем слушать лекцию, мы можем смотреть видео и полностью погружаться в это видео, потому что это когнитивный процесс, мытье посуды – это автоматический процесс. Соответственно, когда вы делаете что-то автоматическое, что-то физическое, то, что вы привыкли делать, то, что вы уже много раз делали, то, что вы делаете по привычке автоматически, вы можете спокойно заниматься какими-то когнитивными задачами, слушать, смотреть, читать, все что угодно. То есть за счет того, что работают разные отделы мозга. То есть вы в этот момент не переключаетесь каждый раз между действиями. То есть вы не думаете каждый раз, а куда мне ногу поставить, когда вы идете. Нет, вы просто идете вперед, там. Кстати, очень не советую загружать свой мозг, когда вы идете по незнакомой местности, потому что в этот момент у вас сложная когнитивная задача состоит в том, чтобы не потеряться. И если вы будете, например, с кем-нибудь по телефону говорить, не знаю, какие-то проблемы решать, то вы, скорее всего, зайдете куда-нибудь не туда, потому что ваш мозг не знает, куда идти. То есть вы идете автоматически, но вы не знаете, куда идете. Соответственно, когнитивные задачи и автоматические задачи, они не пересекаются, они не переключаются, они идут параллельно. Вот это продуктивная многозадачность. Подытоживая, могу сказать, что вы можете легко заниматься какими-то делами, прибираться, прогуливаться, ехать на велосипеде, мыть посуду. В общем, какие-то простые автоматические дела и при этом получать какую-то когнитивную нагрузку. То есть это не многозадачность. Повторюсь, когнитивные, автоматические. Когда вы делаете несколько дел одновременно, когда вот вы пытаетесь что-то решить, что-то почитать, но у вас есть какой-то вот еще фон, то есть какая-то информация лезет в вашу рабочую память, и если еще вам в этот момент нужно на нее реагировать, все, это уже многозадачность, вы не сделаете ни то, ну, либо сделаете очень некачественно, очень небыстро, соответственно, от этого максимально отказываетесь. Но гулять и слушать аудиокнигу вполне себе возможно. Все, подписывайтесь, ставьте лайк, до следующих видео. Пока-пока.